Всем привет, меня зовут Мила, и в сегодняшнем видео мы будем делать двухъярусную кровать для моих кошек. Напомню, у меня их 4. Я нарисовала схему приблизительную. Кроватку мы будем делать из деревянных брусков, которые сейчас нарежем. Вот на эти размеры. Заскриньте информацию. Мы все подготовили, и теперь нам нужно вот эти бруски, они не обработанные, нам нужно их обработать. Мы это сделаем напильником и наждачной бумагой. Вот они у меня есть тут разные, грубые, чуть-чуть помягче. Будем, в общем, ими всеми пользоваться. Посмотрите, как получилось до и после обработки. Продолжаем резать бруски размером 30 на 10. Нам нужно 84 штуки длиной по 20 сантиметров. Мы нарезали бруски 30 на 10, длиной 20 сантиметров. Нам нужно 84 штуки на нашу кровать двухъярусную. Одну сторону бруска длиной 20 сантиметров мы сделаем овальную. Поэтому вот я нарисовала. И теперь электролобзиком мы попробуем кончики отрезать. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно сгладить все углы, чтобы все было гладко. Мы купили насадку на шуруповерт, насадка для шлифования, и у нас здесь наждачная бумага номер 220, номер зерна, и эта система шлифования нам очень сильно упростила задачу. Вот такая у нас получилась дощечка. Все получилось отлично, и теперь нам нужно то же самое проделать с остальными 83 штучками брусками. Вот и готов наш букетик из наших брусков. Начищенные, гладкие. И теперь мы приступаем к сборке. Для этого нам понадобится 8 брусков размерами 40 на 20 и длиной 65 сантиметров. Нам нужно сделать отверстие по краям брусков. Мы все 8 брусков просверлили, вот они. И теперь нам нужно взять бруски длиной 35 сантиметров, их у нас 7, и 2 бруска коротких по 11. Для того, чтобы у наши бруски при вкручивании самореза легли ровно, мы просверлим длинный брусок еще раз, только уже захватив короткий брусок длиной 35 сантиметров. И сразу вкрутим саморезы длиной 3,5 сантиметров.
А еще я вспомнила, что можно же спрятать шляпки, поэтому я взяла номер сверла 7 и просверлила чуть побольше отверстий, чтобы шляпка спряталась. Саморезы мы вкрутили, и теперь мы переворачиваем нашу конструкцию. Берем брусок длиной 65 сантиметров, который мы уже просверлили отверстие. И все так же нам нужно еще раз просверлить бруски для того, чтобы они легли ровно. Все, готово. Теперь нам нужно сделать еще 3 таких конструкции. Все 4 конструкции готовы, и одна из них у нас получается с короткими брусками. Все то же самое мы просверлили, саморез вкрутили, но здесь не 35 сантиметров длиной бруски, а 2 по 11, так как на втором этаже у нас будет вход. Сейчас нам нужно закрепить вертикальные направляющие, и для этого мы оставили здесь вот отверстие для самореза, а с этой стороны, получается, вот с этой стороны, мы закрепим все уголком. Мы соединили все воедино, и теперь я вам покажу, на каком расстоянии находятся наши прямоугольники друг от друга. Так как у нас кровать двухъярусная, то нам нужно дно первого и второго этажа. Дно мы будем делать из вот такого вот наличника. Здесь ширина 10 сантиметров. И сейчас мы его будем разрезать. Наличники мы разрезали, у нас получилось 8 штук, и зачистили края. Изначально нам не нужно было прибивать вторые вот эти вот прямоугольники второго этажа и первого этажа, потому что у нас дно сядет вот сюда вот, и здесь вот прибить гвоздик будет невозможно. Поэтому это наша ошибка, мы сейчас все исправим. Для этого мы просто снимем со второго этажа вот эти вот бруски длиной 65 сантиметров. Снимем саморезы и уберем, прибьем дно, потом после этого поставим обратно, крутим саморезы обратно. Вот мы сняли с одной стороны верхние бруски длиной 65 сантиметров, и теперь мы будем прибивать туда с одной стороны дно. Будем использовать вот такие вот тоненькие гвоздики и забивать молотком. Вторую сторону мы тоже сделали, все, дно готово, кроватка почти готова. Теперь нам нужно прибить такие заборчики, вот, чтобы верхние и нижние ряды были ровненько заборчик к заборчику, зубчик к зубчику. Мы наметили, через каждые 2 сантиметра будет заборчик. Прибивать мы будем на гвозди, вот такие вот тоненькие маленькие гвоздики.
После этого мы будем делать в самый последний момент лестницу. Все, мы все зубчики прибили на гвоздики тонкие. И теперь нам нужно сделать лестницу на второй этаж. Нам нужен круглый погонаж, вот такой вот, диаметр где-то 1,5 сантиметра. Нам нужно отрезать из этого погонажа 2 штуки по 68 сантиметров длиной. И отрезать края по косой, чтобы у нас хорошо легла лесенка к кровати. Для начала мы изготовим лестницу, потом уже его прибьем к кровати. Для этого нам нужно 2 круглых бруска по 68 сантиметров длиной с косыми разрезами и 8 штук коротких брусков, тоже круглых, по 14,5 сантиметров длиной. Это у нас будут ступеньки. Так, мы просверлили с 2 сторон бруски длиной 14,5 сантиметров, это будут ступеньки, и просверлили для этих ступенек на основе лестницы сверлом номер 3 миллиметра и сделали отверстие для того, чтобы шляпки спрятались сверлом номер 7 миллиметров. Соединим мы все это клеем и саморезами длиной 3 сантиметра. Так как бруски тонкие, нам нужно просверлить сначала отверстие перед тем, как вкрутить саморезы. И лучше перестраховаться и кончики круглого погонажа, начало лестницы, тоже просверлить перед тем, как вкрутить саморезы, иначе они могут лопнуть. Щели в местах соединения лестницы с кроватью я заполнила жидкими гвоздями. Вот и готова наша двухъярусная кровать для моих кошек. Здесь даже на 2-м этаже, либо на 1-м все 4 кошки могут поместиться. Получилась большая кровать, просторная. И посмотрите, какая миленькая лестница. Просто вау. Это милота просто. Так, ладно. Будем в конце любоваться и наслаждаться. Приступим к покраске. У меня эта краска черная осталась еще с рамок, которые у меня вот над моей головой. Мы красили одну рамку для ниток черным цветом. Вот как раз эта краска у меня и осталась. Здесь больше половины. Я думаю, нам будет достаточно даже на 2 слоя. Все, конструкцию нашу мы докрасили, получилось 2 слоя. А пока ждем высыхания, займемся подушками. Я купила в Леруа вот такие вот 2 подушки. И 2 подушки у меня уже были старые, которыми мы не пользуемся. Для них нам нужно сшить чехлы. Для этого я нашла старый плед крупной вязки. Мне кажется, будет уютно смотреться на черном фоне. Размер чехла будет 53 сантиметра на 53 сантиметра. Это уже с припусками на швы. Вырежем. Все, мы все вырезали, мы все сшили. И вот такие вот у нас подушечки получились. Вот такие вот подушечки у нас получились. Классные. На один чехол у нас не хватило ткани, и я решила соединить из кусочков. Вот так вот вышло. Тоже неплохо получилось. Зато все из одной ткани.
Посмотрите, какая получилась красота. Это будет табличка на кровати. Сейчас мы ее прибьем. И вот такой вот веревочкой мы сейчас будем закручивать ступеньки лестницы. Ой, не драться. Сейчас Тёма продемонстрирует, как надо. Ну а я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, как вам наша двухъярусная кроватка. Для меня очень важна ваша обратная связь. Всех целую, всем пока!